I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Почти 5 месяцев в пути, и мы оказались в ЮАР. Мы проехали из Украины в Испанию, пересекли на пароме Гибралтарский пролив в Марокко и спустились на юг через всю Западную Африку. Неужели наша цель так близко? Столько времени и трудностей уже за нашей спиной, что с трудом верится, что уже в каком-то дне езды находится финиш. Перед нами был только что знак Кейптаун 678 километров. Это все, что нам осталось, чтобы добраться до нашей точки предназначения. Мы пересекли только что границу, и это как-то не верится, что наше путешествие подходит к логическому завершению нашей изначальной цели. Привет зрителям из Южной Африки! Да, это оказалось, наверное, не так сложно, сама граница, и как-то уже с трудом осознается, что еще каких-то дня два, и мы в Кейптауне, и это уже конец, а может быть не конец, увидим. Но надо ездить аккуратно. Но у нас еще есть время, им и наслаждаемся. Наша первая остановка в Южноафриканской Республике была на кемпинге у парня по имени Вейн. Наверное, туристический сезон еще не начался, потому что на кемпинге мы были одни. Кемпинг ориентирован больше на мотоциклистов, но, конечно, и нам тут были очень рады. Экономика ЮАР находится не в лучшем состоянии, и те из жителей, кто обладает предпринимательской жилкой, ищут пути заработать деньги. Изначально на этом участке Вейн выращивал виноград, но обустроить кемпинг с баром и какими-то развлечениями – это более выгодная затея. Вначале это был эксперимент, но увидев перспективы, Вейн расширяет свой кемпинг дальше. Изюминкой кемпинга был десяток собак, которые были очень рады нас видеть. Как оказалось, в ЮАР вообще люди любят держать у себя собак. Это сильно контрастирует с тем, что мы видели в Африке до этого. Природа северной части ЮАР все еще немного пустынна, но уже отличается от Намибии. Стало больше зелени, и в поле зрения появились разные фермы. Некоторые из них продают свою продукцию прямо на месте. Увидев возле садов аппетитную сетку апельсинов, мы не могли не остановиться. Чтобы вы себе понимали цену апельсин в Южной Африке, вот такой вот мешочек стоит приблизительно 40 гривен, чуть-чуть больше, чем 1 евро. Килограмм, наверное, 5, может, чуть-чуть больше. Вот здесь они все растут. За мной сады, там тоже сады эти апельсиновые. И вот мы мешочек себе купили. Будем пробовать. А что у нас виднеется впереди? Это Table Mountain, вокруг которого расположен Кейптаун. Волнующее ощущение. Сегодня, если мы выживем на дорогах ЮАР, доедем до кемпинга просто на отшибе Кейптауна. И завтра мы таки попадем в Кейптаун, мы с доброй надежды, и будем рефлексировать над всем этим путешествием, которое заняло у нас. Завтра будет ровно 20 недель от Хмельницкого до Кейптауна. Мурашки по коже идут. When the sunrise, when the sun... Конечно же, мы выжили. Ночь на отшибе Кейптауна прошла волнительно. Все-таки мы так долго шли к этому дню, и вот он настал. Сегодня у нас непростой день.
Сегодня мы приедем в цель нашего путешествия. Мы направляемся в мыс Доброй Надежды, проезжая через разные районы Кейптауна. Ехать еще не совсем близко, поэтому мы решили немножко порассуждать, вспомнить наше путешествие. Оно было иногда сложным, иногда радостным. Весь спектр эмоций, наверное, мы испытали. Что было сложным, как ты думаешь? Сложным, наверное, было справиться со своими эмоциями. Потому что, проехать это физически, а что-то решить тоже физически. А вот когда у тебя стрессовая ситуация, и тебе надо что-то сделать, вот это делает задачу посложнее. Какие моменты были самыми стрессовыми? Наверное, я не знаю, что было самое стрессовое, но почему-то сразу вспоминается граница с Габоном, когда мы 5 часов ждали просто на границе, когда я была удивлена твоей выдержке и тем, что ты спокойно очень к этой ситуации подошел, а меня как-то это немножко напрягло, если можно забрать слово «немножко» даже. А Камерун? Да как-то, да, было стрессово, но это настолько было как-то мгновенный стресс, который выбивался в всплеске адреналина, когда ты проезжаешь в миллиметрах от другой машины. Я думаю, что тебе было пострашнее там. Я просто как-то даже не сильно это приняла. Так, мы едем, все хорошо. Вот для меня Камерун был достаточно напряженным этапом. Наверное, наложилась Нигерия перед этим, которая тоже была непростой. Помнишь, как мы доверились Google Maps и потом ночью по каналам ездили? Слушай, для меня этот вопрос был не то, что непростой, я это с улыбкой вспоминаю, потому что это было как-то... Вроде бы мы были уставшие, вроде бы и рано начали, и большой путь до этого проехали, но эта дорога, наоборот, как-то веселила в том, что мы понадеялись. Сейчас все с улыбкой, сейчас нет, все так вспоминается. мы и тогда весело к этой ситуации подошли уже. Но когда машина ломалась в горах Нигерии, это была не самая веселая ситуация. Этот солдат накуренный с автоматом, который спрашивал, не пули непробиваемая ли наша машина. Чик-чик. Случайно, да. Это было, конечно, напряженно. Да, я тогда немножко занервничала. Ну а перед этим Западная Африка, Мавритания, наверное, когда мы только начинали, были еще немножко перепуганными. И те моменты, когда в Мавритании люди без формы с автоматами тоже выбегали из дюн, и мы не знали, террористы ли это или военные. Тогда мы, наверное, больше боялись. Я знаю, что самый прикольный момент это был, когда мы едем по Габону и вдруг видим на дороге слонов. Просто так. Вот это был точно прикольный момент. И когда мы проснулись под звук жующего слона прямо под окнами нашей машины, вот это было точно прикольно. Как ты думаешь, что в этой поездке, какое самое большое достижение у нас в этой поездке? Для меня это все-таки наши отношения, потому что за 4 месяца мы очень-очень сильно сблизились, проработали много моментов в себе. Я лично стала тебя понимать лучше. Мне кажется, что ты меня стала понимать лучше. По крайней мере, у меня такое это ощущение возможно женщин есть. Понимать? Я думаю, да. Практикум «Как понять женщину». Садишь ее в машину и уезжаешь с ней в Африку надолго. Но я думал, что будет сложнее находиться вместе в машине постоянно, в обществе друг друга, но, в общем-то, меня это не напрягало. Ну и меня тоже. Хотя я этого очень боялась. Все-таки не так все страшно. Но я как-то об этом задумалась, и мне кажется, что как раз
прикол этого всего, потому что ты в маленьком пространстве находишься, и у тебя не получится замять какие-то проблемы под пол, под ковер. Вот, то есть получается, что если в повседневной жизни можно разбежаться по работам, по офисам, и просто где-то оно как-то там отпускает, и потом ты забываешь, но это все равно нерешенный какой-то вопрос, то тут не получается. Тут надо с проблемой раз и навсегда разобраться. Может, и ехать не навсегда дальше. и не раз, но разобраться. Ну, разобраться тут же, да. Вот. Но, кстати, этот совет нам давала Зиги еще в Германии. Наша немецкая бабушка, она сказала, что главное, нужно все решить перед тем, как выходить из машины. Мудрая женщина. 80 лет жизни просто так не проходят. Ты знаешь, как-то до поездки нашей о Кейптауне я даже и не думал. Ну, то есть, конечно же, я знал, что есть такой город. И как-то, то есть, понятно было, что город зачисляют в список таких крутых городов, но что там есть, как он выглядит, как-то даже и не было мне представления. Я тебе скажу, более того, я никакого представления не имела о всех тех странах, которые мы проехали по пути. А Марокко? Ну ладно, Марокко еще чуть-чуть понятно было. Слово «Дакар» звучало, но никак не ассоциировало со словом «Сенегал». Вообще никакой ассоциации не было. Думала, это под Парижем где-то. Ну и как бы и много вещей просто открылись вот прямо тут во время поездки, и географию учили по пути. Ну и вместе с нами учили еще наши зрители и читатели. И мы рады, конечно же, делиться. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Позвонили и сказали: привет, ты едешь на Аляску. Тогда мне казалось, что это самое невероятное место, куда я могу попасть. Думала ли я, что я попаду на самую южную точку Африки? Я даже не подозревала. Но вот я здесь сейчас, на самой южной точке африканского континента. Наш друг Ярослав дал нам с собой в дорогу немножко украинской земли и попросил перевести ему в ответ южноафриканское. Вот сейчас мы немножко тут украинской земли оставим и возьмем с собой в подарок землю с мыса Доброй Надежды. По иронии судьбы, именно вот в этом видео, где я философствовал об итогах поездки, не записался звук. Речь, очевидно, шла о том, что мы очень рады финишу, и наши лица это выдают. Но кроме того, было еще кое-что особенно важное. Именно там, на мысе Доброй Надежды, мы решили, что путешествие продолжается, и назад в Украину мы тоже поедем по земле. Это очень смешно. Звук не записался только вот в этом видео. Если бы мы были суеверными, 100% можно было бы подумать, что это знак судьбы, и ехать домой по земле не стоит. Еще некоторое время мы впитывали момент финиша, наслаждаясь им сполна. Устроили фотосессию возле океана с нашим Мурзиком и родным украинским флагом.
Мы стали первыми украинцами, которые на собственном автомобиле спустились с Марокко до Кейптауна через Западную Африку. Ровно 20 не самых простых недель нашей жизни ушли на это достижение. Конечно же, это без учета подготовки. Настал час отправляться назад в Кейптаун и отметить завершение нашего эпического маршрута. Уже хотелось отдохнуть, но по дороге мы не могли не заехать к пингвинам. Ассоциация, что пингвинов ты увидишь где-то в холоде. А то, что мы их увидим в Африке, это как-то даже я об этом не думала. Но ведь вот там вот Антарктида за нами, а вот тут вот пингвины. Они красивые, классные, и за ними можно наблюдать часами. Кейптаун, конечно, нас впечатлил. Это что-то просто невероятное. Мы от многих людей слышали, что это классный город, но увидеть столько зелени, красивую природу, развитую инфраструктуру, все эти здания в гармонии с горами, это просто невероятно. И даже, наверное, сейчас я не могу сказать, какой город из тех, где я бывал, более красив, чем Кейптаун. Это все завораживает. По невероятному стечению обстоятельств, в гостинице, где мы остановились в эту особенную ночь, мы встретили группу туристов, которые финишировали мотозаезд с водопада Виктория до Кейптауна под руководством, кого бы вы думали, Чарли Бурмана. Того самого Бурмана, который вместе с Юаном Макгрегором проехал на мотоцикле из Шотландии в Кейптаун, и чьим фильмом я в том числе вдохновился на это путешествие. Жаль, сам Чарли уехал за несколько часов до нашего приезда, но все равно эта случайность была знаковой. Мы в Кейптауне. Начинается вторая часть нашего путешествия от Кейптауна до Хмельницкого, Украина. Кораблики красивые. Казалось бы, waterfront есть много где, но как-то в Малаге, например, он не такой все-таки. Но как-то все равно лучше здесь. За нами Table Mountain, знаковый символ Кейптауна. А здесь новенький молл. В общем, криминогенная ситуация в городе довольно разная. Есть районы, куда лучше не ходить. Есть районы, которые обозначены зеленым, как сейф. Вот это место, waterfront, безопасно. Смешно, я только что говорил вам про Малагу, и тут мы идем, и яхта Octopus, смотрите, где стоит. Это яхта миллиардера Пола Аллена, и ее мы именно и видели в Малаге в прошлый раз, когда мы там были. А теперь она здесь. Совпадение? Не думал. Подвесной мост видели все, а поворотный я вижу впервые. Местами Кейптаун похож на Сан-Франциско или Нью-Йорк, только лучше. Смотрите, как красиво проезжаешь, и то ли дело открывается вид из окна на Table Mountain. И закрывается. И открывается.
наше утро в Кейптауне. Переночевали у знакомых, пригласили нас, угостили очень вкусным ужином и с очень классным видом прямо на Table Mountain. Отлично, шикарное место. Спасибо большое нашим знакомым. И утром выдвигаемся дальше исследовать город. Наверное, сегодня вечером мы уже покинем центральную часть Кейптауна, поедем дальше. Намеренно не будем все смотреть, потому что мне кажется, что мы сюда еще вернемся уже без машины, свободные люди, и уделим достаточно времени наслаждению, но нужно что-то оставить, чтобы оно нам было новеньким. А сегодня еще просто погуляем, поработаем и приготовимся к дальнейшему пути. Сам Кейптаун мы посмотрели быстренько за 2 дня и решили ехать дальше. Во-первых, мы запланировали доехать в Египет и покинуть Африку до конца года, а на календаре уже середина октября. Часы тикали. В Кейптаун мы еще успеем вернуться как-то потом. Попасть туда значительно легче, чем увидеть остальные страны, что ждали нас по дороге. Ну а во-вторых, нам прилетело сообщение от Энка, нашего нового знакомого, которого мы совершенно случайно встретили в Намибии. Энк пригласил нас на свою ферму возле Кейптауна, и не воспользоваться этой возможностью мы не могли. Добираясь на ферму, нам пришлось сделать объезд вдоль океана, так как основную дорогу перекрыли протестующие по какому-то поводу местные. Но такому вынужденному объезду мы только радовались. Океан, скалы, закат. Такого красивого пейзажа мы, наверное, еще не видели в жизни. Ну или мы просто были под изрядной дозой эндорфинов, толком не отойдя от чувств, что переполняли нас по поводу завершения первого этапа путешествия. К Энку мы добрались уже в темноте. За ужином он спросил, какие планы у нас на ближайшие дни. Конкретных планов не было. Энк сказал: «Отлично, значит утром выезжаем вместе кататься по окрестностям». Первой нашей остановкой стал городок Эрманус, возле которого нам посчастливилось посмотреть на китов с очень близкого расстояния. Лена давно мечтала об этом. В Габоне мы видели их фонтанчики издалека, но тут, в ЮАР, они были практически в 10 метрах от берега. Потом нас ждала самая южная точка Африки. Хоть мы с доброй надеждой в Кейптауне и очень популярное место, но это на самом деле не самая южная точка. Самая южная точка Африки – это мыс Игольный. Именно у этого мыса встречаются Атлантический и Индийский океаны. У мыса Игольный сделана инсталляция в виде огромной карты Африки. Что интересно, границы на этой карте не обозначены. Есть лишь природные образования в виде гор, пустынь и рек. Как символично это. Все границы, они в наших головах. Именно люди решают, что вот тут будет одна страна, а вот тут другая. Именно люди придумали визы и всю бюрократию, которую нужно пройти, чтобы попасть из одного места в другое. На то, чтобы добраться в Кейптаун, у нас ушел практически весь паспорт на всяческие визы и штампы. Природе же визы не нужны. Река течет одинаково, что в Анголе, что в Намибии. Мы на самой южной точке Африки, там, где Атлантический океан и Индийский сходятся вместе. Оказалось, что Энк достаточно известный человек. Ему принадлежит кемпинг Танква и земля, на которой проводится фестиваль Africa Burn, местный аналог американского Burning Man. Каждый год на этот фестиваль собирается от 5 до 10 тысяч человек. Именно в Танкву мы и направились дальше. Dit was Rian Hucklefonte. Die ou wat altijd met zijn bakkie voorbij is, wat altijd, hij werkt moest al bij jullie. Is het niet daar? Nee, hij is moest achter... Jeg gaan have an interview med dem.
Dis maar net vol met Elsabeth se nommer. Hierdie dae is nou verby. Ons is sticker. Nee, dit is mooi en ek vir jou aanneem. Hierdie dae is verby. Al vreemdes. Ja, want iemand het nog gesê, baie is versplash met beloning. Ja, exactly. Ja. Мы оказались теперь в очень интересном месте. Уже километров 200 от Кейптауна мы двигаемся в кемп, который находится в пустыне, называется Танква. Нас наш друг любезно уже второй день возит по всем этим местам. Очень шикарно все получается, и окунуться в эту жизнь местных людей – это очень незабываемое впечатление. Очень все как-то легко здесь происходит, люди очень открытые, это именно коренное, ну как коренное население, это люди, которые лет 300 назад сюда попали и вот так и остались. У них даже свой язык есть, африканцы. Энг поселил нас в одном из небольших домиков на территории кемпинга. Находиться в таком месте достаточно сюрреалистично. Вокруг пустыня и абсолютно ничего больше, но это жилье оборудовано не хуже гостиницы. This thing opens and if you have children or guests, there's also a guest room on top of the thing. On top of? Yeah, go through now. You see? You make it from different parts? No, this thing was my first overland canopy on one of my trucks, so we took it off because it wasn't up to standard anymore. The new ones are much more modern. Are you doing a video? Yes. Okay, cool. So this is called... Hey, go on that side, go on that side, go on that side, go on the other side, so because you won't get a full view. You want to get a cross section. Can you explain what this thing is? Okay, so this is snuff, this is tobacco. It's like powder tobacco to sniff. Okay. It's not drugs. It's not drugs. It's pretty much sniffing tobacco. I'm pretty sure you get it around. Yeah. Okay. Once money, you give him money. 3, Once accommodation, you Koi. give him accommodation. 3, He must give 2, you color. 1. You know, that's big. And it's gonna make me cry now. But, like, why would you need to put the nose here? Because of all the dust. Yeah. I'm done. I can't even breathe. With all the dust, you really get like a blocked sinuses. But it opens up like everything, eh? It's like licorice. It smells like licorice. It's amazing. Love it. Looks like Elise had some wind. You know Elise, that woman. She's very strict. So she applies the rules here. So tonight we must just, if you step out of the line, Elise will, she remembers everything. She's like Marika. She's fucking spot on. That is much better. Потихоньку Энг начал готовиться к вечеру, а мы наслаждались безумно креативной обстановкой вокруг. Сделать такое место мог только невероятно талантливый человек с божественным ощущением вкуса. Ulena, stop that. At that age, gravity. So you can't touch here, you must touch here. Yeah. Where are you guys from? Мы едем на закат солнца смотреть в пикапе. По-африкански. Gauteng. Hy's 'n flippin' Gautenger. Maar hy's eintlik 'n Bolander, hoor. Oh yeah. I love Paul. Yeah, it's a lovely Paul has its cliques and its vibes. Other than the heat, it's fine. En daar's 'n plek waar jy breakfast moet eet, en daar's 'n plek waar jy lunch moet eet, en so jy moet in die kliek bly. Компания собралась мега веселая. Ja. Для церемонии заката солнца Хэнк попросил каждого из нас собрать 7 камней. Slava, come sit here, eh? Slava. Careful with that thing when it starts rolling, eh? Slava? Dan gaan jou Slava.
Slava, you must be careful with that, as he said. If that thing starts rolling. As you all know, the road between Ceres and Calvinia is the longest road between any two towns in South Africa. It's 257 kilometers. Okay, let's get to the rocks and then I'll go to the facts again. Those 7 rocks that you have, the average lifespan of us on this earth is 70. That's the average. So for every 10 years you've got a rock. So for every 10 years that you've done, you throw away the ugliest ones of those that you have collected now. So you keep, so for every, you understand what I'm saying? So for every 10 years that you've done already, or to the closest whatever, you look through your 7 and you throw the ugliest ones away. You keep the rest. And of that, the rest you must make the best of what you've got left over. Okay, that's now sorted. Then you've got fuck all in your bag. It's simple. Anyway. 2,5 дня с Энком были для нас бесценны. Возможно, вся наша поездка стоила лишь того, чтобы познакомиться с этим удивительным человеком. Он уделил нам свое ценное время, старался нас везде угостить и размещал всюду наотрез, отказываясь от любых денег. Он показал нам огромное количество интересных мест, и куда бы мы ни заходили, все его знали и смотрели на нас с легкой завистью, спрашивая, понимаем ли мы, насколько сильно нам повезло, что Энк взял нас под свое крыло. При всем своем положении Энк безгранично добрый и щедрый человек. Его жизнь была непроста и полна трудностей, но невооруженным взглядом видно, что он умеет наслаждаться каждым моментом, отведенным ему на земле. Сейчас он уже немного отошел от оперативного управления своей фермой, в этом ему помогают уже подросшие сыновья. А он сам занимается делом души, мототурами по Намибии, ЮАР и окрестным странам. Его компания называется Zulu Overland, и ссылку на их сайт я добавлю в описании видео. Надеюсь, нам хоть немного удастся впитать жизненную мудрость Энка. Он не любит говорить что-то на камеру, но нам удалось уболтать его поделиться с нами своей философией, которую он называет niceness. Okay, I'll try now. You can cut that part. Cut. Oops. No, my gospel is called niceness. And it's a big problem because the more you give, some other people call it karma, but mine is better. So with niceness, the more you give, you get 3, 4 times back. Sometimes I feel guilty for everything that I get back, and it's seriously, I believe in that big time. Can't help it, but it works. You must just try it. That's it. Как говорил Бенджамин Франклин, гости как рыба, начинают дурно пахнуть на 3-й день. Как бы классно не было у Энка, злоупотреблять гостеприимством нехорошо. Да и пора двигаться домой. Что было дальше, вы узнаете уже через неделю. А пока не забудьте подписаться на наш канал и скинуть наши видео в какой-то чат друзьям. Ведь чем больше людей последует философии Энка, тем лучше станет наш мир. Пока. Catch me howling at the moon. Про це все. І ще про много чого такого інтересного далі у випускові. Будете переключати канал? Не думав.